Игровой ноутбук на процессоре Intel Core i9-13900H с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop на 8 ГБ GDDR6, 32 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ внутренней памяти, стильная подсветка с возможностью кастомизации, 16-дюймовый экран, аккумулятор емкостью в 6060 мАч, 70 Вт-час, зарядное устройство мощностью в 210 Вт, стереодинамики DTS, Infinix GTBook GL613. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Но перед началом напоминаю, что 7 обзоров в неделю выгружаю, плюс ежемесячно разыгрываю смартфон Poco X6 Pro. И на Новый год еще разыграю iPhone 16. Чтобы выиграть iPhone 16, нужно выполнить условия из ролика по ссылке в описании. Чтобы выиграть один из Poco X6 Pro, необходимо подписаться на этот канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме. Подписаться на Телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Присутствовать на стриме не обязательно. Победите, я вам напишу. Распаковка. Пришел мне ноутбук в достаточно большой упаковке из обыкновенного картона. В ней находятся две коробки, выполненные из черного плотного картона с названием модели. В первой коробке можно обнаружить игровые наушники, компьютерную мышь и коврик с LED-подсветкой, которая работает через подключение по кабелю USB-A на micro-USB. Во второй коробке находится непосредственно сам ноутбук. К слову, тест на MacBook он прошел. Открыть одной рукой крышку экрана можно. Далее есть блок питания 19,5 вольт, 10,8, 210 Вт и съемный кабель питания. Пакинг в целом надежный. Вес ноутбука составляет 2 кг 97 граммов, а габариты 358 на 259 и на 25 мм вместе с ножками. Приобрести эту модель можно, по всей видимости, в темно-серой и светло-серой расцветке. Верхняя часть выполнена из металла, как и дно ноутбука, но вот торцы выполнены из пластмассы. Что касается дизайна, то с учетом того, что это игровой ноутбук, выглядит он хорошо и стильно. Все довольно гармонично и не вычурно. К плюсам можно отнести ненавязчивую LED-подсветку с тыльного торца, где находится отверстие для теплоотведения, а также клавиатура с подсветкой. Настроить режимы подсветки, ее яркость и все, что с ней связано, можно через приложение Control Center. Помимо подсветки есть кольцо по центру крышки с экраном. К сожалению, у него подсветки нет. Но и без нее кольцо выглядит интересно. Собрана модель хорошо, материалы неплохие. Ноутбук легкий и не громадный для игровой модели. Далее, максимальный угол открытия крышки с экраном около 150 градусов. По интерфейсам мы имеем карт-ридер под SD-карты, разъем на 3,5 мм для наушников или микрофона, USB-A порт, замок, DC разъем для питания, HDMI порт, еще один USB-A порт и Type-C, который также можно использовать для зарядки. Далее, клавиатура в данной модели с цифровым блоком и не урезанными клавишами управления курсора, но их сместили вниз относительно остальных клавиш. Клавиши WASD дополнительно обозначены квадратами. Ход клавиш мягкий, реализована клавиатура хорошо, звук постукивания не громкий. Печатать текст с помощью клавиатуры достаточно удобно. Как и играть в игры. Тачпад расположили под левой рукой, но его можно отключить быстрой командой, используя горячие клавиши. Также можно регулировать яркость, звук, выбрать режим работы ноутбука и не только. Тачпад средних размеров 116 на 75 мм, без двойного дна и без люфта, за что плюс. Для серфинга в интернете его достаточно, как и для повседневного использования. Далее, в верхней рамке стандартно разместили микрофоны и Full HD камеру, но без механической электронной шторки приватности. Камера простая, что можно сказать и про микрофоны. К сожалению, встроенного датчика отпечатков пальцев нет, да и функция распознавания лиц тоже не завезли. Для вывода звука установлены два стереодинамика DTS, динамики громкие, качество звука неплохое, но ему не хватает объема и более мощных низких частот. Для игр однозначно лучше использовать наушники с хорошим микрофоном. К слову, теперь давайте уделим немного времени комплектным наушникам и компьютерной мышке. Наушники подключаются по USB-A и кабель питания несъемный. По удобству посадки они хороши. В плане дизайна тоже все неплохо. Амбушюры заменить возможность есть, оголовье мягкое и хорошо, что оно имеет упрощенную систему регулировки размера. На кабеле можно заметить блок управления с переключателями микрофона, колесом для регулировки громкости и кнопку для включения-выключения подсветки. Микрофон отрабатывает адекватно, но, разумеется, с микрофонами у более дорогих моделей он не сравнится. Мышка, с одной стороны, может показаться неплохой, с другой стороны, места под утяжелители нет. Подсветка обыкновенная и простая, а колесико прокрутки имеет заметный люфт. Да и по характеристикам все не так радужно. Настроить работу мышки можно через приложение Gaming Mouse XM01, в нем же можно выставить частоту опроса от 125 Гц до 1000 Гц, установить разрешение DPI и другие параметры. На первое время ее достаточно, да и в целом менять ее не нужно, опять же, если вы играете в игры на любительском уровне. Летим
Летим дальше. Ноутбук оснащен 8-битным IPS-экраном с диагональю в 16 дюймов с разрешением 1920 на 1200 пикселей, частотой обновления экрана до 120 Гц и соотношением сторон 16 к 9. Рамки не громадные, сам экран простой, не считая 120 Гц частоты обновления экрана. Как по мне, учитывая железо, о котором я расскажу далее, а также с учетом того, что это игровой ноутбук, могли бы установить получше экран. Яркость на 100% составляет в среднем 300 люксов, чего мало, но подсветка достаточно равномерная. Покрытие экрана матовое, угол обзора в пределах нормы. Для просмотра фильмов и повседневного использования он неплох, но для игр хотелось бы что-то более качественное с лучшим разрешением экрана. Летим дальше. Процессор установлен Intel Core i9-13900H с 14 ядрами, 20 потоками, кэшем третьего уровня 24 мегабайта, базовой частотой в 2,6 ГГц и максимальной тактовой частотой в режиме Boost до 5,4 ГГц. Система охлаждения состоит из двух кулеров, двух трубок и радиаторов. Чтобы настроить производительность в токе, есть приложение Control Center, в котором можно выбрать один из трех режимов работы, выбрать обычный или максимальный режим для системы охлаждения, настроить подсветку, еще некоторое количество настроек. Далее, за графику отвечает NVIDIA GeForce RTX 4060 лэптоп 8 ГБ GDDR6 с потребляемой мощностью в 90 Вт и функцией DLSS 3 на базе AI. К слову, все как у ноутбука Thunderrobot 911 Plus, на который был уже обзор на канале. Но он был безумно плохо оптимизирован, как вы помните. По графике также есть Iris Intel Xe Graphics, оперативная память DDR5 на 32 ГБ, SSD Phison M2 2280 PCIe 4.0 на 1 ТБ. К слову, в программе с характеристиками железа SSD отображается с PCIe версии 5.0. Апгрейдить ноутбук полноценно нет возможности, ОЗУ распаянная, а дополнительного места под установки SSD нет. Можно только заменить уже имеющийся SSD, допустим, с 1 ТБ на 2. Отмечу, что снять крышку труда не составляет, но необходимо быть очень аккуратным, так как к стереодинамике приклеены крышки, которая снимается, а подключены они, разумеется, уже к плате, и если резко снимать крышку, то точно можно будет оторвать динамики. Далее, операционная система в стоке Windows 11, система работает хорошо, без особых нареканий. По стабильности и скорости Wi-Fi все хорошо, к слову, установлен Wi-Fi 6E версии. По тестам мы имеем Geekbench Single Core 2073, Multicore 12205, OpenCL Score 88681 и Vulkan Score 22125. В Crystal Disk Mark чтение 4814 мегабайт в секунду и запись далеко не идеальная в 1103 мегабайта в секунду. Далее, емкость аккумулятора 6060 мАч, 70 Вт-часов. Заряжается он довольно быстро, за 2 часа от 0 до сотки. В PC-марке тест на автономность в играх выдал очень скромный результат. В 1 час 52 минуты, а в тесте для просмотра видео хорошие 8 часов 50 минут. В CS2 за 1 час ушло 65% заряда, в Apex Legends за 1 час ушло 90%, а в PUBG за 1 час ушло так же, как и в CS2 65%. Без питания от сети с производительным режимом играть можно комфортно, но настройки графики необходимо выставлять средние или ниже средних. В любом случае расход заряда аккумулятора оптимизирован хорошо. С подключенным питанием дела обстоят куда лучше, ноутбук показал хорошую и стабильную работу без просадки FPS, без фризов и тому подобного. При этом после 1 часа игры в Apex Legends корпус ноутбука на дне нагрелся максимум до 42 градусов. Система охлаждения не тихая, что неудивительно, учитывая железо. Разумеется, я советую играть в наушниках, так как если играть на ноутбуке и воспроизводить звук через его динамики, то комфорта будет мало. Сама же система охлаждения отрабатывает отлично. В целом, я был приятно удивлен тем, насколько удобно и комфортно играть на этом ноутбуке, в первую очередь из-за мобильности и производительности. Однозначно, эта модель на несколько голов лучше, чем Thunderrobot 911 Plus в плане производительности и оптимизации. Но у 911 Plus были свои плюсы. К примеру, экран у него стоит лучше, а с экраном ты взаимодействуешь постоянно. Минусы: экран, подсветка с тыльной части на торце могла бы быть и лучше, нет датчика внешней освещенности, нет подсветки на крышке экрана, нет шторки приватности для веб-камеры, нет возможности расширить ОЗУ и вставить дополнительный SSD M2, нет порта под интернет, нет второго разъема Type-C. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там много всего полезного. Этим вы очень поможете проекту. Резюмирую, Infinix GTBook GL613 имеет ряд плюсов, но два основных минуса. Это экран и отсутствие полноценного апгрейда. Плюсом же отнесу неплохой дизайн, хорошую клавиатуру и тачпад, установленное железо, производительность, оптимизацию и, разумеется, аккумулятор. От меня девайсу на распродажах однозначно да. Среди китайцев очень даже неплохой ноутбук. Подписывайтесь на канал с колоколом. Игровых ноутбуков море, вы прекрасно знаете и Asus, и MSI, но никто не идеален. У меня Asus 2 раза горел мой игровой. Добра и удачи вам, дорогие друзья!